Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я буду делать аутентичную винтажную керосиновую лампу, работающую на аккумуляторах с имитацией живого огня. На Алиэкспрессе я заказал лампу на 220 вольт, работающую в 3 режимах. При помощи дремеля, отступив маленькое расстояние от основания, отрезаем и разбираем эту лампочку. Внутри находится матрица на алюминиевом радиаторе, работающая от 12 вольт. Отпаиваем провода от матрицы. Аккуратно отделяем от основания радиатор. Он приклеен на прозрачный силиконовый клей. Внутри расположен блок питания на 12 вольт. Он приклеен на двухсторонний скотч и отделяется при помощи отвертки очень легко. В дальнейшем блок питания нам пригодится в других проектах. Матовый плафон к основанию прикручен на резьбовое соединение, но резьба оказалась на краю. При помощи тонкой отвертки можно открутить и оставить резьбу живой. Приступаем к сборке вот по этой нехитрой схеме. Аккумуляторная сборка состоит из 4 аккумуляторов формата 18650, каждый по 3,7 вольта, 3400 мАч. Вставляем аккумуляторы в крепежные элементы, удаляем защитную термоусадку с контактов аккумуляторов. Запаиваем контакты нашей сборки. При помощи термоклеевого пистолета закрепляем плату контроллера аккумуляторов. Запаиваем контакт.
того, чтобы сделать переходник для разъема питания и зарядки, я взял обычную консервную банку, просверлил там дырку под диаметр разъема и также выпилил дремелем. Не забываем зачищать все заусенки, чтобы было приятно и красиво. Первая примерка разъема питания. При помощи вот такого флюса F61A паяем и залуживаем место под переходничок и сам переходничок для лучшей, хорошей пайки. Все будет аккуратно и красиво. Разбираем механизм подачи фитиля. В нем будет находиться поворотный переключатель. Делаем разметку под переключатель. Выпиливаем посадочное место под переключатель. Заказ такого переключателя был обусловлен тем, что он самый маленький, который удалось найти, и он поворотный. Подогнав по месту сам разъем, немножко его выровняв, получается вот такая конструкция. Теперь необходимо совместить регулировку фитиля и ключ. Разобрав ключ, срезав с него пластиковую ручку, совмещаем регулировку и сам остаток ключа. Я посадил это все на пайку. Делаем продольный пропил, чтобы в него встал остаток ключа, и при помощи флюса залуживаем. Используя двухкомпонентный клей для дополнительной фиксации всех элементов, таких как ключ, переходник разъема питания и сам переключатель. На термоклей сажаем преобразователь. Такой преобразователь напряжения вне зависимости от входного от 5 до 35 вольт выдает отрегулируемый, для нас это 12 вольт, выходное напряжение. Вне зависимости 5 или 35 вольт. Он как повышающий, так и понижающий. Запаиваем все проводочки, начинаем делать разводку. Маленький
Тест по потреблению тока в режиме огня. На пульте регулируется по месту пришлось немного подогнать, чтобы провода ни за что не зацеплялись и аккуратно проходились без повреждений. Теперь собираем все до конца. Подпаиваем провода питания к матрице. И первый тест. Дошла очередь до стеклянной колбы. Ее решил замотовать шкуркой. Зернистость взял около 120. Как оказалось, это очень долго. Наступило время сделать заглушку для донца. Из пластика вырезав круг определенного диаметра, подходящего под наши донца, я его покрасил черной глянцевой краской. Закрепив на него блок аккумуляторов на двойной скотч, закрепляем его. Из крышки этой же краски сооружаем переходничок для постановки плафона на нашу матрицу. И устанавливаем рассеиватель. Все закрепляем на силиконовый клей. Собираем до конца нашу лампу, и она в принципе готова. Можно приступать к полевым испытаниям.
Лучший способ сказать автору спасибо – это, конечно же, лайк. Так я пойму, что мои проекты вам интересны. Заходите на канал, будет много необычных и интересных проектов. До новых встреч, друзья!